С вами доктор Кострик, и мы снова на медицинском канале. Сегодня речь пойдет о вирусном гепатите А. Вирусный гепатит А или болезнь Боткина — это острое заболевание инфекционной природы, при котором поражаются клетки печени, гепатоциты. Патология по большей части относится к желудочно-кишечным расстройствам, поскольку основным способом передачи остается фекально-оральный путь передачи. Итак, гепатит А — это довольно широко распространенное в мире заболевание. Считается, что гепатит А составляет более половины всех случаев вирусного гепатита. Наиболее часто вирус развивается в странах с очень плохими санитарными условиями, особенно в школах, детских домах и детских садах. Гепатит А передается через грязные руки или зараженную пищу. Наибольшее количество случаев вирусного гепатита регистрируется в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Гепатит А также известен как болезнь грязных рук или алиментарный кандидоз. Еще раз напоминаю, что заражение гепатитом А чаще всего происходит через пищеварительный тракт, то есть фекально-оральным путем. Чаще всего это связано с употреблением загрязненной воды вирусом гепатита А с калом. Вода не была должным образом продезинфицирована. Загрязненные продукты питания, например, через мясо, овощи или фрукты, которые перед употреблением были промыты или вымыты в воде, а она была загрязненная выделениями. К другим факторам заражения, хотя и гораздо более редкие эти факторы, но все же относятся прямой контакт с инфицированным человеком. Заражение гепатитом А половым путем чаще всего поражает мужчин-гомосексуалистов. Купание в зараженной воде, загрязненной, переливание плазмы во время процедуры, когда делают татуировку, во время прохождения процедуры иглоукалывания. Наиболее подвержены риску заражения гепатитом А — это работники очистных сооружений, работники канализации, все те, кто ежедневно контактирует с нечистотами, работники здравоохранения, школ, детских садов, пищеблоков. Симптомы гепатита А зависят от возраста пациента. У детей до 6 лет инфекция обычно протекает бессимптомно или симптомы выражены минимально. Однако у детей старшего возраста и у взрослых этот показатель составляет около 80%. Инфицированный человек может заражать других примерно за 14-21 день до появления клинических симптомов и примерно в течение 7 дней после них. Гепатит А вызывает следующие симптомы. То есть инкубационный период заболевания обычно составляет 14-28 дней, характеризуется диспептическими явлениями, реже гриппоподобными симптомами. Наиболее яркими признаками заболевания являются это желтуха. Однако в желтушной форме гепатит А переносят лишь около 20-30% заразившихся. Клинические симптомы гепатита А включают также боль в суставах, боль в горле, боль в животе, тошноту, рвоту, высокую температуру, слабость, диарею, то есть понос, отсутствие аппетита, желтуху, которую я упоминала уже, зуд кожи, обесцвеченный стул. В инкубационный период гепатита А наблюдаются потеря аппетита и тошнота. В то же время у пациента может отмечаться общее чувство усталости, боли в мышцах и суставах, субфебрильная температура. Еще через 7 дней появляются типичные симптомы гепатита. У многих пациентов также наблюдаются тошнота, рвота, а иногда, особенно у детей, диарея или инфекция верхних дыхательных путей с увеличением лимфатических узлов. По мере прогрессирования гепатита А повреждение клеток печени приводит к тому, что моча темнеет и приобретает цвет темного пива, а стул становится светлее. Развивается желтуха, которая вначале проявляется на склерах, а затем на коже. Пожелтение может быть незначительным, едва заметным или очень
интенсивным. Желтуха держится около 3-6 недель, иногда и дольше. Желтуха может также быть, может и не быть. Да? Но по мере появления желтухи лихорадка спадает, и пациент чувствует себя уже намного лучше. Через несколько дней аппетит пациента возвращается, а желтизна исчезает. Больной является источником инфекции в течение 2 недель до появления симптомов и 10 дней после них. У младенцев и маленьких детей вирусовыделение может продолжаться до нескольких месяцев. Случаев хронического носительства пока не зарегистрировано. Гепатит А — самоизлечивающееся заболевание, не вызывающее хронического заболевания печени. Вакцинация против гепатита А является наиболее эффективным способом профилактики заражения. После того, как пациент прошел весь цикл вакцинации, в его организме остаются антитела, которые обеспечивают пожизненную защиту от гепатита А. Кому же следует сделать прививку от гепатита А? В первую очередь это работникам сферы производства и распределения продуктов питания. Следующее — работникам по утилизации муниципальных отходов и жидких отходов, работникам по обслуживанию отходов, военным и полицейским, особенно кто работает в казармах, людям, страдающим гемофилией, пациентам с хроническими заболеваниями печени, особенно гепатитом В, С, все, кто путешествует в страны с самой высокой эпидемиологией гепатита А, также детям дошкольного, школьного возраста, подросткам, никогда ранее не болевшие гепатитом А. Если, например, выясняется, что вы контактировали с больным на гепатит А, вам показана экстренная вакцинация. Начать ее нужно как можно быстрее, но не позднее 2 недель от момента контакта с источником инфекции. Курс вакцинации предусматривает введение 2 доз с интервалом в 6 месяцев. При диагностике гепатита А, конечно, очень важно провести медицинский опрос пациентам. При подозрении на гепатит А врач рекомендует сдать анализы крови. У инфицированного пациента будет высокая активность печёночных ферментов. Это АСТ и АЛТ, аспартат и аланин аминотрансферазы, и высокая концентрация билирубина в крови. Однако основным методом диагностики является исследование сыворотки пациента на наличие антител класса иммуноглобулинов М к вирусу гепатита А. Эти типы антител можно обнаружить уже в инкубационный период, а их наибольшая концентрация наблюдается между 2-й и 3-й неделями острого периода вирусного гепатита А. Антитела к вирусу гепатита А характеризуются невосприимчивостью и сохраняются в организме человека в течение всей жизни. Дополнительные тесты включают полимеразную цепную реакцию с обратной транскриптазой ОТ-ПЦР. Для обнаружения РНК вируса гепатита А и могут потребовать специализированного лабораторного оборудования. Лечение гепатита А. В случае вирусного гепатита А нет необходимости в специальном фармакологическом лечении. Не существует препаратов, которые ускоряют выведение вируса из организма. Обычно достаточно отдыха и легкой диеты. Диета пациента должна включать большое количество углеводов, нормальное количество белков и уменьшенное количество жиров. Заболевание в среднем длится около 40 дней. Гепатит А обычно проходит сам по себе полностью, примерно через 6 месяцев. Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет. Кроме того, пациентам в период выздоровления следует избегать приема препаратов, вызывающих холестаз и метаболизирующихся в печени. Если у пациента наблюдается сильный зуд, можно использовать холестирамин.
обычно применяют интерферон, виэферон, также раферон А и другие препараты противовирусные. Часто лечение гепатита А у детей проводят с помощью иммуномодуляторов, таких как, например, декариса, циклоферона, тактивина и прочее. Для поддержки печени пациента применяются гепатопротекторы. Эссенциале H, например, эссенциале Forte. Получайте достаточное количество пищи и жидкости во время лечения. Тоже немаловажно. Чтобы получать достаточно калорий, ешьте больше высококалорийной пищи. Например, пейте фруктовый сок или молоко вместо воды. Обильное питье важно для предотвращения обезвоживания, особенно если возникает рвота или диарея. Можно ли лечить гепатит дома, вы спросите? Тут медики, конечно, отвечают однозначно. При таком серьезном заболевании самолечение хоть самыми красиво описанными народными средствами, но оно недопустимо. Профилактика гепатита А. Неспецифическая профилактика характеризуется следующим. Нужно избегать путей заражения, контролировать продукты питания и воду. Лучше всего употреблять пищу, которая была предварительно приготовлена, например, жареная или запеченная, и пить бутилированную воду. Соблюдайте также личную гигиену. Не допускайте контакта насекомых с продуктами питания. Важно тщательно мыть руки, особенно после посещения туалета и перед едой. Употребляйте только кипяченую воду и избегайте контакта с зараженными лицами. Еще раз повторюсь, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от гепатита А. Раньше для постконтактной профилактики использовались препараты человеческого гамма-глобулина. С изобретением вакцины против гепатита А этот вид профилактики стал ограничен. Лучшим методом профилактики осложнения гепатита А и компенсаторных эпидемий, помимо неспецифической профилактики, является вакцинация, которая особенно рекомендуется лицам из групп риска. Об этом уже я говорила чуть выше. Все вакцины одинаково ценны, эффективны и безопасны. Осложнения, которые могут возникать при гепатите А, включают аплазию костного мозга. Следующее. Также холестатическая желтуха может возникать, сверхострый гепатит, острая гемолитическая анемия. Следует также помнить, что осложнения гепатита А могут быть очень серьезными и в некоторых случаях даже могут приводить к летальному исходу. Кроме того, в некоторых случаях возможен рецидив заболевания. Редко, но это может быть, то есть повторно возникать может заболевание. Инфекция вирусного гепатита характеризуется тем, что она не вызывает хронического гепатита и последующего рака и цирроза этого органа. Прогноз при гепатите А в основном благоприятный, хотя течение заболевания может длиться до нескольких месяцев. Риск смерти связан с печёночной недостаточностью у пациентов, чаще всего старше 40 лет. Смертность от гепатита А составляет около 0,14%. После выздоровления от гепатита А рекомендуется диета, направленная на восстановление печени и поддержание общего здоровья. Она включает в себя употребление легкоусвояемых продуктов, богатых витаминами и минералами, и исключение вредных веществ, которые могут дополнительно нагружать печень. Что можно есть? Нежирные сорта мяса и рыбы, индейку, курицу, рыбу, приготовленные на пару или отварные продукты, каши, овсянку, гречку, хорошо разваренные, овощи и фрукты свежие, вареные, запеченные, кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт, творог, сметана в умеренных, конечно же, количествах. Яйца. 1 яйцо в день в виде омлета или добавления к блюдам. Растительное масло в небольшом количестве можно. Белый хлеб чуть подсушенный можно. Чистую воду нужно пить в большом количестве. Что же нельзя кушать?
жареное, жирное, соленое, жирное мясо, консервы, копчености, бобовые, грибы. Они могут вызвать тяжесть в желудке. Сладкие и мучные изделия, кондитерские изделия, сдоба, выпечка. Также нежелательно алкоголь, газированные напитки могут очень негативно влиять на печень. Острая, пряная еда может раздражать желудок. Консервы, маринады содержат много соли и других неполезных веществ. Еще рекомендации по поводу питания. Питание должно быть дробным, то есть небольшими порциями, около 6 раз в день нужно питаться. Обильное питье, много воды, соков, бульонов. Еще раз, исключите алкоголь и табак. Они негативно влияют на состояние печени. Ограничение соли в период восстановления нужно ограничивать ее. Прием лекарственных препаратов только строго по назначению врача. После выздоровления от гепатита А важно следить за своей диетой и образом жизни, чтобы предотвратить повторное заболевание и поддержать здоровье печени. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!